Боевики в южных кварталах восточного Алеппо, похоже, потеряли последнюю надежду на то, что им удастся отстоять город. Потеряв за одну неделю несколько десятков кварталов, даже самые упертые террористы стали искать путь к спасению. 8 декабря в СМИ стала поступать информация о том, что между сирийским правительством и экстремистами было достигнуто соглашение о выводе мирных жителей через предоставленный коридор в районе Аль-Азиза. И вот когда путь уже был открыт, на правительственную территорию хлынул поток беженцев. Нескончаемая людская река растянулась по всей протяженности дороги. Мимо нас проходили тысячи измученных людей, которые были ведомы только одной мыслью – поскорее найти спасение на правительственной территории. Многим не дает покоя один вопрос. Если территория, подконтрольная боевикам, сокращается буквально каждый час, то куда же деваются террористы? Ответ довольно прост. Многие из тех, кто осознал бесперспективность дальнейшей вооруженной борьбы, одевают гражданскую одежду, сбривают бороду и вместе с мирными жителями пытаются просочиться на ту территорию, куда еще вчера они отправляли мины и газовые баллоны. На последнем КПП сирийской армии люди проходят первичный осмотр. Солдаты проверяют сумки на наличие оружия и взрывчатых веществ. Но этот способ недостаточно эффективен для выявления террористов. И тут в дело вступает агентурная работа. Вот этот мирный житель, который просит не снимать его лицо, согласился показать среди бежавших тех, кто воевал на стороне исламистов. Многих из них он знал лично. В этом месте сирийская армия оборудовала своеобразный приемный пункт. Сюда доставляют всех тех, кто представляется гражданскими, но которых заподозрили в связях с террористами. Среди этих испуганных людей скрываются настоящие звери, которые еще вчера под религиозные лозунги отрубали головы людям за малейшую связь с сирийским правительством. Все, кто находится здесь, бывшие боевики. Они вышли из района Ас-Сальхин. Здесь те, кто состоял в Джабхат ан-Нусра, Ахрару аш-Шам и Нуриддина аз-Зинки. Они выходили вместе с гражданскими. Пока мы держим их здесь. Потом приедет Мухабарат и заберет их. Некоторые сразу признали, что состояли в рядах террористов. Вот этот человек признался, что еще вчера он состоял в рядах ан-Нусра, а сегодня под видом гражданского слился с толпой беженцев. Меня зовут Ахмад Наеми. Я служил в Джабхат ан-Нусра. Мы работали в районе Ас-Сальхин. У нас не осталось боеприпасов, а наш командир сбежал. Поэтому я бросил оружие. Я сбрил бороду, потому что боялся, что меня поймают. Меня зовут Зухер Бакри. Я тоже служил в ан-Нусре. Я бросил оружие и надеюсь, что меня амнистируют. Мне захотелось снова стать гражданским и закончить воевать. 2 года назад я вступил в их ряды. Нам промывали мозги и говорили, что нас убьют правительственные войска. Поэтому я и пришел к ним. Многие присоединились, потому что в загробной жизни им обещали рай и гури. Плюс нам давали каждый день таблетки гаптитон. Пленным мы отрезали головы. Но я не убивал никого. Только наш командир убивал людей. Если мы понимали, что этот человек работает в сирийской армии. Я понял, что ан-Нусра несет только зло. Поэтому и решил бросить оружие. Большинство из задержанных уверяют, что они не имеют ничего общего с террористами. А те, кто даже не служил у боевиков, непременно хотел сдаться. Я был солдатом сирийской армии, но террористы схватили моего отца и вырвали ему ногти. Потом они бросили в тюрьму мою мать. Она мне позвонила и сказала, что если я не перейду к боевикам, то ее убьют. Они дали мне 2 дня. Я взял у командира 4 дня отпуска и перешел на их сторону. Мы приехали к нам домой, и за то, что я перешел на сторону боевиков, мой отец в наказание 80 раз ударил меня палкой. Мы давно хотели бежать, но нас не выпускали. Я никогда не хотел работать с боевиками. Я люблю сирийскую армию. Мы сегодня всей семьей покинули район. Дай Бог, все будет хорошо. Несмотря на то, что среди беженцев, несомненно, есть большое количество боевиков, бои в соседнем квартале Шейх Саид не прекращаются ни на секунду. Террористы буквально цепляются за каждый дом в этом районе. По словам сирийских военных, если им удастся захватить этот район, то Алеппо для боевиков будет потерян. Бригада Лива Аль-Кудс при огневой поддержке отрядов «Сокола пустыни» успешно наступают с восточной стороны. Палестинцы начали атаку от дорожной развязки на окружном шоссе.
К обеду, несмотря на потери, удалось выйти к трассе, которая делит этот квартал на две части. В отличие от других направлений, где боевики вынуждены обороняться, не имея подготовленных позиций, здесь у боевиков была подготовлена эшелонированная оборона, через которую приходится прорываться наступающим войскам. После обеда бойцы бригады Иерусалим получили приказ закрепляться на достигнутых рубежах. И если в течение нескольких дней этот крепкий орешек будет расколот сирийскими войсками, то у террористов останется только два пути – либо сдаться, либо умереть. ياسر بحر احنا نفذ لك رميات عند اخر الكازيه